Всем привет, с вами Светлана. 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч евро. Реально ли за эти деньги купить дом своей мечты в Болгарии? А может, вы получите руины за эти деньги? В этом видео вы увидите дома, которые прямо сейчас выставлены на продажу. Я расскажу, что важно знать перед покупкой и покажу, что именно сейчас рынок предлагает за эти деньги. Ну что, давайте начнем. Когда вы слышите фразу «болгарское село», что всплывает в воображении? Или, может быть, это? И знаете, мы тоже так думали, но все изменилось после одной простой идеи – взять карту, закрыть глаза и просто ткнуть в любое место. Мы отправились в самые обычные случайные села, не туристические, не отобранные по рекомендациям, не входящие в топ самых желанных сел для жизни, просто что попало. И то, что мы увидели, нас без преувеличения потрясло. Стереотипы рассыпались моментально. Да, если поискать, можно найти и полуразрушенные дома, но они скорее исключение, чем правило. А правило выглядит вот так. Уютные ухоженные улицы, тротуарная плитка, лавочки в хорошем состоянии, почти нет мусора. Современные детские площадки, общественный туалет, кстати, не каждый город похвастается этим. Новые школьные автобусы, персонализированные таблички с именами семьи у каждого двора. Как будто село хочет познакомиться с вами лично. Именно тут автоматы с кофе и снеками на главной площади, магазины, аптеки, промтовары. Все в шаговой доступности. А еще контейнеры для раздельного сбора мусора, одежды и обуви. А у каждого дома персональный мусорный бак с номером. А церкви – это не просто здание, это хранители истории. Каждое село, которое мы посетили, имеет свою церковь. После первого села мы подумали, наверное, повезло. Наверное, это элитное село. Но следующее село удивило еще больше. Современно отремонтированная школа с полем для футбола. Есть пандус, канализация, новые пожарные гидранты, большая библиотека, поликлиника. А в следующем селе попался на глаза фестивальный и спортивный центр, пекарня. Плакат о том, что это проект ЕС. Вот этот проект. 500 000 евро вложений в развитие. И это не столица, это село, затерянное между холмами. Солнечные панели, видеокамеры с видеонаблюдением на улицах села. Детский сад. Курьер, который приедет с посылкой за день. Помимо банкомата и офиса банка, есть и частная фирма по выдаче кредита. Есть даже клуб для пенсионеров. Хотя неизвестно, работает ли. Сегодня был праздничный день. И главное – ощущение жизни, достоинство заботы о людях. Возможно, именно здесь и стоит начать поиски своего болгарского дома. Но с чего именно начать? Какие подводные камни поджидают и что обычно скрывают рекламные объявления? Поговорим прямо сейчас. Мечта о доме в Болгарии. С чего начать? Если вы задумываетесь о покупке недвижимости в Болгарии, недорого, дома у моря, в деревне или в горах, у вас есть два пути. Путь первый – обратиться в агентство недвижимости или напрямую к риэлтору. Он найдет вам варианты. Насколько удачные – это уже вопрос бюджета, времени и удачи. Этот путь подходит тем, у кого нет свободного времени, а то, что есть, стоит очень дорого. А еще тем, кто предпочитает, чтобы за него все решали другие. Путь второй – искать самому. Этот вариант для тех, кто готов выделить время и сам принимать решения. Кто любит анализировать, сравнивать, выбирать. Кто хочет держать ситуацию под контролем. И вот здесь начинается самое интересное. Сейчас я вам расскажу ценнейшие инсайды, о которых не расскажет ни один риэлтор. Почему? Потому что они внутри этой системы, а я нет. И могу говорить правдиво. Инсайт. Что вы не услышите в рекламе? Первое. Зачем риэлтору связываться с клиентом, который ищет дом за 7 тысяч евро? Простой расчет. Комиссия агентству 3% – это 210 евро. Но риэлтор получает лишь часть этой суммы. Обычно около 50%, то есть 105 евро. И за эти деньги нужно съездить на показ. Часто в глухое село, потратить время, топливо, иногда день-два, и еще не факт, что сделка состоится. А кто обычно покупает такие дома? Нет хорошей жизни, поэтому сложности возникают часто. То денег не хватает, то срочные обстоятельства, то отказ в последний момент. Теперь сравните дом за 300 тысяч евро, комиссия 9 тысяч. Работы столько же, а заработок в десятки раз выше. Вот почему риэлторы изначально стараются раскрутить клиента на максимум его бюджета. Второе. Так называемый неликвид. Дома за 7 тысяч евро не надо рекламировать, если они действительно хорошие. Они уходят молниеносно. Их разбирают очень быстро. Такие предложения даже риэлторы иногда припрятывают для своих. А вот когда вам упорно что-то навязывают, задумайтесь. Скорее всего, это и есть неликвид. Дорого, в плохом месте, с проблемами, о которых вы не узнаете до покупки. Зато комиссия для риэлтора в таких случаях может быть 10, 15, а иногда и все 20%.
Вот и подумайте, что бы вы делали на месте риэлтора, которому нужно кормить семью. Он будет советовать то, с чего получит больше. Поэтому, если вы ищете самые горячие предложения по низу рынка, не расслабляйтесь. Включайте интуицию, критическое мышление и понимание, как все работает. Риэлтор может быть полезен на этапе оформления, но искать и выбирать лучше самому. Чем ближе объект к Варне, Софии, морю, тем выше цена. Сколько предложений до 20 тысяч евро? Показываем. На сегодняшний день таких домов выставлено на продажу более 1000 по всей Болгарии. Мы отобрали 14 интересных вариантов. Что это за дома? Сейчас покажу. Дом номер 1. Караван на первой линии. Супербюджетный вариант у пляжа. Область Бургас, город Поморье, цена 16 400 евро. Экзотика у самого моря. Караван с верандой в современном кемпинге в 500 метров от озера и в шаговой доступности от пляжа. Общая площадь 30 квадратных метров. Есть гостиная с кухней, спальня, ванная с душевой, оборудованная веранда с зоной отдыха. Кемпинг охраняемый. Есть общая кухня, спа-зона, бассейны с грязями, беседка, бар, парковка, лодки для рыбалки. Первая линия – собственный пляж, 1 километр длиной. Земля в аренде 2050 евро в год. Включены вода и электричество. Идеален как дача для отдыха или сдачи в аренду. Коммуникации. Электричество и вода есть. Санузел в караване, интернет доступен. Оцените местную инфраструктуру. Есть ли в селе магазины? Проверьте, насколько они далеко расположены. Дом номер 2. Всего за 5130 евро. В селе Трынчовица, область Плевен. Это всего 21 километр от города Левски и около 49 километров от Плевена. Недалеко величественный Дунай, а сам дом требует, скажем прямо, хозяйской руки. Это одноэтажный дом с балочной системой и участком более 2000 квадратных метров. Коммуникации есть, электричество, вода. 3 комнаты, а вот санузел уточним, пока на улице. Локация удобна, дом граничит сразу с 2 асфальтированными улицами, а в самом селе библиотека, детская площадка, музей и даже католическая церковь. Есть продуктовый магазин, медпункт, почта и школа. Да, инфраструктура по сельским меркам, на твердую 5. Дом номер 3. 5900 евро и 3 магазина в шаговой доступности. Село Стежерово, Плевенской области. Туна рядом. Домик совсем небольшой, 35 квадратов, но с участком почти 10 соток. 1 комната и кухня. И хотя звучит скромно, есть вода, электричество и даже отдельное строение с туалетом и дровяником. В селе храм Святой Дмитрий. 3 продуктовых магазина и даже бар. Пожалуй, это один из самых живых населенных пунктов среди бюджетных предложений. До Плевена 50 километров. Полезный совет от опытных покупателей недвижимости в Болгарии. Прежде чем покупать дом, обязательно проверьте, не находится ли он в залоге. Даже если вчера вам сказали, что все чисто, это не гарантия. Были случаи, когда после покупки выяснялось, дом заложен, и спустя годы судебные исполнители требовали его вернуть. В Болгарии нотариус не обязан проверять залоги, и риэлторы это часто игнорируют. Поэтому не верьте на слово, требуйте выписку из имотния регистр, желательно от юриста. Дом номер 4. Уже что-то поинтереснее, есть изюминки, каменный характер и тишина деревенской Болгарии. Цена 9200 евро. Село Плешевец, область Видин. Этот дом словно сошел с открытки. 2 этажа, причем нижний полностью выложен натуральным камнем. Это не просто красиво, но и долговечно. Общая площадь 68 квадратных метров, участок 750 квадратных метров. А это уже пространство для огорода или террасы. Есть электричество, вода. Временно отключена, но есть свой колодец. Ценнейшая вещь в деревне. Дом находится в 20 километрах от Белоградчика, а это, между прочим, место с уникальными скальными образованиями, куда приезжают туристы со всей Европы. До Монтаны 45 километров. Дорога асфальтирована, деревня тихая, без этнических групп, что для некоторых покупателей важно. Дом номер 5. 6150 евро. Свежая постройка, 2009 год и участок мечты. 32 сотки. Теперь перемещаемся на северо-запад Болгарии, село Подгоры, Видинская область. Дом кирпичный, компактный, но свежий, построен в 2009. 3 фазы электричества, отличная редкость для села. Крыша в хорошем состоянии, площадь дома 32 квадратных метра. Участок внушительный 3200 метров. Мечта для тех, кто хочет разбить сад, завести животных или просто жить на просторе. Находится село прямо у границы с Сербией. До ближайшего города Громада всего 20 километров. Население Болгарии на 100%. Это может быть важным фактором для тех, кто хочет полностью интегрироваться в местную культуру.
При покупке сельского дома уточняйте про источник, колодец или вода. Свой колодец – это независимость. Дом номер 6. Простор и виноград в подарок. Цена 11 800 евро. Село Бисерцы, область Разград. Здесь уже почти 1000 квадратных метров земли. Для кого-то это мечта. Сад, огород, пасека, все возможно. Дом кирпичный, жилой площадью 71 квадратный метр. Один этаж. Состояние требует освежающего ремонта, но рядом живут люди по соседству, значит, село не вымершее. Есть электричество. Вода, крыша в хорошем состоянии, что подтверждено продавцами. Отдельный плюс – виноградник на участке. До города Тутракан 30 километров. Есть продуктовый магазин, базовая инфраструктура в селе. Плюсы – крыша в порядке, виноградник, приличный участок. Минусы – требуется косметика, уточните про санузел. Дом номер 7. Дом с историей и ремонтом внутри. Цена 15 000 евро. Село Тырнак, область Враца. Это уже внушительный объект. 2 этажа, свежий ремонт, ПВХ окна, внешняя изоляция, капитальный ремонт крыши. Внутри все готово для жизни. Есть 2 ванные комнаты, 3 спальни, прихожая, веранда, кухня, даже мансардные комнаты. Участок 1760 квадратных метров. Можно разбить сад, держать животных, поставить бассейн. Коммуникации есть, отопление местное. Село большое, есть школа, садик, библиотека, хлебопекарня и даже фракийские гробницы бронзового века. Это не шутка, а реальная историческая ценность. Особенности. 53% населения болгары, что означает, есть представители других наций, если это важно для покупателя. Районы с домами до 10 000 евро часто слабо заселены. Проверьте, живут ли соседи там круглый год. Дом номер 8. Полумонолитный дом с большим участком в селе Войводино. Цена 18 600 евро. Дом для любителей природы и тишины. Отличное место, чтобы избежать от городской суеты. Село находится всего в 38 километрах от Варны и окружено живописными холмами. Дом построен в 1992 году, полумонолит. Общая жилая площадь 105 квадратных метров, участок 1910 квадратных метров. В доме коридор и 2 комнаты, отдельная летняя кухня 20 квадратных метров. Есть хозяйственные постройки, электричество и вода есть. Санузел на улице, но есть возможность оборудовать внутри. Есть виноградник, инфраструктура села, продуктовый магазин, аптеки, библиотека, церковь, мечеть. Население – постоянные жители болгары, турецкое население. Часто дома продают как есть, с мебелью, вещами, даже мусором. Уточняйте заранее, что входит в цену и кто вывозит ненужное. Дом номер 9. Уют, тепло и бонус в виде второго дома. Цена 18 000 евро. Село Мелковица, область Плевен. Дом с хорошим ремонтом, внутренний санузел, внешняя изоляция, заменены окна, есть кондиционер, печь, бойлеры, даже стиральная машина. А теперь внимание! На участке есть второй домик бунгальского типа площадью 27 квадратных метров. Пригодный для проживания. Это может быть гостевой дом или даже вариант для сдачи. Участок 1300 квадратных метров. На нем виноградник, фруктовые деревья, теплица, хозяйственные постройки и барбекю. Настоящее сельское поместье. До Плевена 35 километров. В селе есть детсад, библиотека и даже стадион. Интересный факт. Некоторые болгарские деревни получают европейские субсидии на развитие инфраструктуры. Если вы планируете открыть гостевой дом или мини-ферму, есть шанс получить финансовую поддержку от ЕС. Об этом часто не знают даже местные. Дом номер 10. 18 000 евро. Село Бистринцы, область Русы. 9 километров до города Бяла. Асфальт до дома. Уютный кирпичный дом с ремонтом, мебелью и всеми необходимыми материалами и инструментами для завершения отделки. Жилой этаж, спальня, кухня, санузел, прихожая, гостиная. Первый этаж – просторная гостиная и гостевая спальня. Установлены окна ПВХ, внутренняя изоляция, цементная штукатурка. В стоимость входит техника, мебель, стройматериалы и инструменты. Двор ровный, ухожен, огорожен. Постройка 32 квадратных метров. Ворота – виноградник. Площадь дома – 140 квадратных метров. Участок – 1439 квадратных метров. 2 этажа, состояние в ремонте. В комплекте бетономешалка, душевая кабина, кухня, диван, кровати, стройматериалы и тому подобное. Инфраструктура в селе. Магазин, почта, церковь. Дом престарелых, виноградники. Отличное оснащение, все включено. Жилое состояние и частичный ремонт. Просторный участок и хозяйственная постройка. Подходит для переезда и завершения ремонта без больших вложений. Дом номер 11.
18 900 евро. Село Крушево, область Пловдив. 7 километров до города Первомай. 47 километров до Пловдива. Удобный выезд на трассы Тракия и Марица. Одноэтажный кирпичный дом с гостиной и 2 комнатами. Дополнительно летняя кухня с отдельной комнатой, туалет на улице. Просторный двор с возможностью обустройства огорода, зоны отдыха или барбекю. Есть хозпостройка, фонтан и колодец. Отопление печное, окна деревянные, пол цементный. Крыша в хорошем состоянии. Площадь дома 65 квадратных метров. Участок 700 квадратных метров. Количество комнат 3. Основной дом плюс 1 летняя кухня. Состояние жилое. Инфраструктура в селе. Магазин, аптека, почта, школа, садик, церковь, библиотека, детская площадка, кафе, рестораны. При покупке дома в селе рассчитывайте на машину. Общественный транспорт редко ходит, а магазины могут быть далеко. Болгарское село нас приятно удивило. Здесь есть такая мини-спортивная площадка для любителей позаниматься спортом. Дом номер 12. Село Крушовец, область Плевен, 24 900 евро. Этот дом еще один шаг вверх по комфорту. Он с более просторным участком и недавним ремонтом. Площадь дома 80 квадратов, участок 1000 квадратов. Основной дом 3 отремонтированные и меблированные комнаты, летняя кухня. 2 дополнительные комнаты, ванна и туалет. Дополнительно хозяйственная постройка, виноградник. Санузел в доме и летней кухне. Столярка заменена, пластиковые окна. До муниципального центра город Борово 9 километров, до Русы около 40 километров. В селе есть магазин, церковь, библиотека. Отремонтированная крыша, замененные столярные изделия, на окнах установлены решетки. В центре села есть и доски объявлений. Там часто можно найти свежую информацию о продаже домов, аренде, местных событиях и даже услугах. Все по-простому, по-сельски, но очень эффективно. Так что, если вы вдруг окажетесь в болгарском селе, просто оглянитесь. Вполне возможно, ваше будущее жилье будет вот так, прямо перед вами. Дом номер 13. Село Широково, область Русы, 23 500 евро. Уютный одноэтажный дом в необычайно живописной деревне Широково, расположенной в природном парке Русинский Лом. Это место притягивает своей природной красотой, историческими памятниками и атмосферой спокойствия. А вокруг скальные массивы, крепости и пещеры. В селе есть церковь, библиотека, магазин. Площадь дома 80 квадратных метров, участок 500 квадратных метров. Угловой и ровный, с подъездом с 2 сторон. Планировка. Прихожая, кухня, просторная столовая, гостиная, 2 спальни, ванная комната, туалет. Состояние. Дом меблирован, готов к заселению. Дополнительно гараж, летняя зона отдыха, виноградник. Крыша по фото визуально в порядке. До Русы около 40 километров. Дорога асфальт. В селе есть продуктовый магазин, церковь, библиотека. Что хорошо? Очень живописная локация. Природный парк, скалы, крепость, пещеры. Отличное позиционирование как дом в уникальной природной среде. Готовность к заселению, наличие мебели и гаража. Угловой участок с подъездом с 2 сторон. Редкость. Присутствие базовой инфраструктуры в селе, магазин, библиотека и церковь. Дом номер 14. Следующее объявление сразу выделялось на фоне остальных. Аутентичный дом в этностиле с джакузи, фонтаном, баром и даже виноградником. Стоимость 79 500 евро, а до Варны всего 48 километров. По фотографиям впечатляющий, яркий, ухоженный, с интересными декоративными элементами и зоной отдыха. Мы решили лично посмотреть на него, и вот что увидели. Дом действительно существует и соответствует описанию, но важно уточнить, мы не заходили на участок и внутрь дома, поэтому можем судить только по внешнему виду. Снаружи все выглядит аккуратно, дом ухожен, видно, что в нем живут или недавно жили. Однако вживую краски уже не такие насыщенные, как на фото, а участок визуально показался немного меньше, чем на картинках в объявлении. Тем не менее, общая атмосфера приятна. Дом расположен рядом в селе Ветрино, в шаговой доступности магазины, детский сад, школа, храм. Само село Ветрино стало для нас настоящим открытием. Видно, что сюда доходят европейские инвестиции. Соответствующие таблички и проекты ЕС видны повсюду. Недалеко исторический парк. В самом селе кафе, аптеки, хозяйственные магазины. А для семьи с детьми важный плюс. Школа и детсад в шаговой доступности. Сделать вывод, насколько дом стоит своих денег без осмотра изнутри, мы не можем. Но с точки зрения расположения, внешнего состояния и общей атмосферы, это предложение выглядит как минимум очень любопытно. А возможно и то самое, которое вы искали. Если вы досмотрели до этого момента, значит вам интересно, каково это жить у моря. В следующем выпуске обзор домов
и вилл у моря в Болгарии с ценными примерами. Не пропустите, будет очень интересно. Напишите в комментариях, что бы вы предпочли: квартиру в комплексе или дом у самого моря. Мне правда интересно, куда бы вы переехали. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!